Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу относительно свежую новинку от производителя Deep Models в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим бортовой грузовой автомобиль ZIL-130, который копирует прототип 85 года выпуска. Эта модель появилась в продаже в начале этого года. За свой экземпляр я заплатил 120 евро. По нынешнему курсу это почти 11 тысяч рублей. Довольно большая сумма за модель в 43-м масштабе, но примерно столько и стоит современная продукция этого бренда. И это не самый первый ZIL-130 от Deep Models. Первую партию моделей этот производитель еще показывал в 2017 году. И тогда было представлено 4 варианта исполнения грузовых бортовых автомобилей, 2 с ранним типом решетки радиатора, 2 с более поздним. И самый ранний грузовик копировал прототип 1974 года выпуска. Машину окрасили в темно-зеленый цвет, затем шел грузовик синего цвета, который копировал прототип 1983 года. Именно эту модель в то время я и приобретал в свою коллекцию. Затем шла модель с голубой кабиной и темно-зеленым кузовом, и она копировала самый поздний вариант исполнения, машина 90-х годов. У нее были немножко другие поворотники, регистрационные номерные знаки и, возможно, другие мелкие отличия. И последний вариант был автоэкспорт, газобаллонная модификация 138, красная кабина, темно-синий кузов, и эта масштабная копия копировала прототип 1977 года выпуска. И последний вариант я тоже в свое время взял в свою коллекцию. И за обычный бортовой грузовик я в то время заплатил 6950 рублей. Вариант автоэкспорт мне обошелся в 7950 рублей. И как раз можете прикинуть, насколько за последние годы выросла цена на продукцию Deep Models. Если посмотреть на коробочку, она стандартного размера. Именно в такой упаковке продаются и автобусы, и другие грузовички от этого бренда. Классическое оформление в темно-зеленом цвете с логотипом Deep Models. И на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя. Можно посмотреть на наклейку с артикулом, по которому эту модель можно спокойно найти в интернете. И указан прототип: автомобиль бортовой, тип 130, прототип 85 года выпуска. И на боковой стороне упаковки также есть схематическое изображение двух советских грузовиков. И мне у этого грузовика понравилась не только схема окраски, но и тот момент, что эта машина выполнена в варианте «Связь». И эту модель я вам вчера показывал в видеоролике на втором канале, и как раз в том видеоанонсе я делал обзор своих последних новинок от этого бренда и показывал еще вам Запорожец в варианте «Связь». Я думаю, обе модели будут отлично смотреться на одной полке друг с другом. И получается тоже небольшая серия почтовых автомобилей от этого бренда. И здесь особых замечаний к покраске у меня нету, хотя есть некоторые моменты в плане сборки, которые сильно огорчают, ведь эта модель далеко не за 1000 рублей. И первый момент, который мне не очень понравился, это небольшие ореолы клея на подножке, и как раз на стыке с передним крылом виднеется белое пятно, как с водительской, так и с пассажирской стороны. И, видимо, используется не очень качественный клеевый состав, и это тоже довольно удивительно. Обычно у дорогих моделей используют более щадящий клей, который не оставляет следов и который можно легко убрать, если вы капнули куда-то не в то место. И Дипу нужно обратить на это внимание. И также есть пару небольших замечаний. Это криво установленные детали. Например, не очень хорошо установлено пассажирское зеркало заднего вида и одна противотуманная фара. Но, скажем так, это не столь критичные моменты. Я считаю, они не портят общее восприятие от масштабной копии, но все же стоит обратить на них внимание, ведь это далеко не дешевая модель. Очень понравился цвет кабины, темно-зеленый насыщенный цвет. Именно в такой схеме окраски мне встречались и ZIL-130, и ГАЗ-53. И обычно Deep очень скрупулезно подходит к выбору цвета, и у них модель, в общем,
похожа на настоящий прототип, что не скажешь о продукции Start Scale Models. И если говорить объективно, то ZIL-130 у Deep более удачная модель, чем у костромского бренда, но она и более новая. У SSM первые ZIL-130 были показаны еще в 2012 году. И 5 лет разницы — это огромный срок по нынешним меркам, и за это время можно, конечно, сделать более хорошую и более детализированную модель. И в плане проработки этот ZIL очень похож на ГАЗ-52, ГАЗ-53, который выходил у этого бренда ранее. Кабина здесь металлическая, состоит из 4 частей. Дверцы и капот — это одна деталь, крылья — другая, облицовка радиатора из пластика — третья, и крышка — это 4-я деталь, она сделана из пластика, и таким образом Deep может изготавливать всевозможные модификации. Например, на крыше делать 1 лючок, 2 лючка, габаритные огни и так далее. И условно у Deep предлагается 3 типа решетки радиатора. Первый тип — это ранняя решетка, второй тип — это поздняя решетка, которая не очень удачная, у нее были маленькие сквозные отверстия. Затем эту решетку модернизировали, и вроде бы такие модернизированные решетки предлагали тем людям, которые покупали первые модели, но мне решетку никто не предложил, хотел ее в свое время купить, в магазинах их тоже уже не было в наличии, поэтому мой ранний ZIL-130 с поздним типом решетки радиатора остался с немножко видоизмененными прорезями. Ну, она тоже смотрится вполне нормально, но если ставить рядом 2 модели, то сильно бросается в глаза. Это недоработка. У этого грузовика поворотный передний мост, колесики свободно вращаются, они на шарикоподшипниках, отличные покрышки, и не вижу смысла менять резину на харьковскую, потому что у Deep тоже отличная детализация, хорошо читается маркировка и также прекрасно изготовлены колесные диски. Присутствует топливный бак, очень интересный цвет кузова, и также здесь на бортах нанесена белая полоса. И на дверцах также есть логотип «Связь РСФСР». Если посмотреть на детализацию интерьера, здесь тоже нету каких-либо замечаний: окрашенные сиденья, дверные карты, панель приборов, рулевое колесо и очень хорошо сделаны зеркала заднего вида. Ножки из фототравления, корпус, зеркало здесь из пластика. Установлены небольшие дворнички, также здесь на переднем бампере снизу нанесена белая полоска, присутствуют регистрационные номерные знаки, также есть запасное колесо, отлично проработана ходовая часть, и мне очень нравится, как у этого грузовика сделали брызговики. Их крепление на ножках из фототравления. И также хорошо смотрится задняя светотехника, и у этой модели рабочее сцепное устройство. И теоретически сюда можно поставить какой-нибудь прицеп. У Deep была модель прицепа 2PN2, но, конечно, этот прицеп больше подходит к военным грузовикам ZIL-157, а вот именно для 130-й модели пока что у них ничего не предлагается. Хотя, я думаю, можно найти в интернете какие-то наборы для самостоятельной сборки от мелких мастерских и покрасить прицеп примерно в такой же вариант окраски. Отличная модель, которая стоит довольно больших денег, но вы здесь видите, за что вы платите. И если говорить честно, то у SSM не намного хуже масштабная копия с учетом ее времени изготовления и того фактора, что у SSM все же больший ассортимент грузовиков. У Deep, например, представлены базовые модели бортовых грузовиков, также было пару поливалок, был один грузовик для перевозки сжиженного газа, если мне не изменяет память, и была платформа, на которой установлен компрессор. И пока что все. А у SSM это и трехосники, и самосвалы с укороченной колесной базой, и пожарные автомобили, и, конечно, вряд ли Deep сделает такой огромный ассортимент. Но хотя бы одну модель стоит иметь в своей коллекции, и, скажем так, это пока что лучший промышленный вариант ZIL-130 в 43-м масштабе. И пишите
Пишите ваши комментарии, если в вашей коллекции похожая модель от Deep Models, возможно, вы приобрели грузовик из первой партии, возможно, также вы приобрели машину с какой-то интересной надстройкой, а возможно, вы собрали модель из набора для самостоятельной сборки AVD Models, возможно, вы ограничились машинами из журнальных серий. Также, если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке и заглядывайте на мой второй канал. Там на сегодняшний день уже выложено довольно много интересных видеороликов. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.